Всем привет! Это наше первое видео по изучению Visual Studio Code. На этом курсе мы ознакомимся и поймем, как надо создавать сайты. И на этом уроке мы пройдем все самое базовое. Давайте начинать. Сперва мы должны просто создать файл. Вот, мы в самом приложении Visual Studio Code нажимаем на New File. Так, вот здесь нажимаем на New File. И теперь можем ввести любое имя. Ну, обычно вводят index.html. .html это важно. А вот индекс вы можете переименовать на любое. Там cat, dog. На любое имя можете переименовать. Но главное, чтобы потом это все оканчивалось на .html. Нажимаем Enter. И у нас появляется. Да, вот, все будет у вас пусто, либо у вас будет кое-что другое. Если у вас пусто, просто нажимаете на, вводите знак в восклицательный знак, нажимаете на Enter, и у вас появляется вот такая вот структура. Не бойтесь, это вам не нужно заучивать, это все вводится автоматически, так что не парьтесь над этим. Дальше, что мы делаем? Так это все, что мы будем писать пока что. Мы будем писать внутри вот этого тега body. Body это с английского переводится как тело. И наш сайт, естественно, все самое главное, конечно же, в теле. Да? Давайте приступать. Это называется теги. То есть есть разные виды тегов. Это тег, который вот открывается просто вот такими значками. Стрелками открывается, пишется сам тег и дальше закрывается. Когда закрывается, ставим вот такой вот слэш. Это называем мы тегами. Внутри него мы можем написать любую информацию, которая будет использоваться в соответствии с тегом. Так. Если мы хотим посмотреть, что у нас, какой у нас будет результат, мы просто нажимаем на правую кнопку мыши, нажимаем на Open in Default Browsers или на Open in Other Browsers. Например, я нажимаю на Open in Other Browsers и выбираю любой браузер, который мне удобен. Для меня это Google Chrome. Нажимаю на Google. У нас открывается вот этот документ. И у нас тут белый лист. Потому что у нас ничего нет. Возвращаемся обратно. Давайте что-нибудь напишем. Самое первое, что... Самое легкое, это мы можем написать, конечно же, текст. Для этого мы можем написать h1. Если мы напишем h1 и нажмем на Enter, тег автоматически напишется. То есть нам не надо все это писать, открывать стрелки, закрывать. Мы просто пишем вот h1, вот такой высвечивается. Можно на это нажать или просто Enter нажать, и у нас появится. Нажимаем на Ctrl-Z, у нас все отменяется. Дальше, что мы делаем, это внутри этого тега, вот у нас, например, тег у нас же он вот такой. Сейчас. У нас же он вот такой, да? Внутри этого тега мы можем написать любое слово. Например, Hello World. Привет, мир. Дальше мы опять-таки заходим в наш сайт, который мы только что открыли. Нажимаем на обновить вот эту. Или на F5, или на вот эту. На этот значок обновить страницу. И мы видим, что у нас выходит текст Hello World. Мы можем его поменять. Hello. Просто написать. Обновляем. И оно выходит. Это H1. Вы подумаете, что такое H2? H2 это то же самое. Но сейчас вы увидите изменения. Так. H2 это меньше. То есть и так до H6 каждая становится все меньше и меньше. То есть H4 там, hello. Видите, да? Поэтому вы можете использовать их на свое усмотрение. Ну, дальше, конечно, мы сможем их корректировать. То есть даже из H1 можно сделать, даже из H4 можно сделать то же самое и даже больше. Это уже в последующих уроках мы разберем. Кроме H, мы можем еще использовать для текстов P. P это просто как параграф,
любой текст тоже мы можем написать тот же самый hi. Если мы напишем, оно у нас выведется. Есть еще для текстов у нас span. Span hi. Тоже у нас выводится идентично. Еще есть у нас div. Div это как блок, в который мы можем написать что угодно. Мы можем div использовать как специальную какую-либо структуру, чтобы затем делать разные фигуры. Мы можем в div засунуть изображение, текст, то есть она многофункциональная. В будущем мы будем очень много использовать div, поэтому запомните, div это очень хорошая вещь. Давайте напишем в div hello тоже, и она тоже отобразится. Дальше давайте поймем, какие еще есть теги. Это все теги базовые. Есть еще тег br. Нет, давайте сейчас сделаем тег просто b. Это bold называется. Когда мы пишем этот тег, все, что вот мы написали b, да? Мы написали b к этому hi. Давайте напишем hi и вот hi team. Hi team. Посмотрим, изменится ли вот этот hi team. Это у нас вот этот hi, нажимаем, не изменился. А где b? b это bold, переводится как жирный, то есть жирный текст. Но из-за того, что мы его сделали за этой, она не читается. Мы должны все ставить вовнутрь этого тега, чтобы оно работало. Проверяем hi team. Видите, оно стало жирным, да? В отличие от вот этих. Она была таким же хаем, но она стала таким более контрастным, черным. Дальше у нас идет что так это underline. Или же U. U это, как я сказал ранее, это underline. Underline переводится как подчеркнуть. То есть любое слово, которое мы напишем в underline, оно подчеркивается снизу. Например, давайте мы вот это перенесем вот сюда. Hi повар, давайте просто напишем hi повар, и она должна у нас снизу подчеркнуться. Вот. Hi повар. У нас она подчеркнулась. Опять-таки мы пишем все внутрь тега. Еще один немаловажный тег, это у нас тег br. Если мы напишем br, ничего не будет. Но если мы напишем много br, то вы можете заметить, что оно начинает отпадать. br мы можем использовать, когда мы делаем какой-нибудь отступ. То есть вот такой отступ есть же. br напишем, оно будет увеличиваться. Давайте уберем, оставим только один br, чтобы не мешало. Вот. Дальше есть еще линия. То есть вот такие линии по всему. Ну, их можно корректировать потом, но сейчас будет по всему экрану. Линия HR. А вот эти теги, они не закрываются, они просто вот так пишутся, потому что ну, им не надо закрываться, в них ничего нельзя написать вовнутрь. Это просто такие вот теги, одинарные. Вот такая вот полоска появляется. Вот. Это HR. Можно потом, мы научимся, как их менять их цвет, форму и так далее. Но это сейчас базовое. Дальше у нас есть тег strike. Strike пишется как просто S. S это strike, то есть вычеркнуть. Все, что мы напишем, вычеркнется. Например, давайте Apple напишем типа Apple. Вот. И так оно будет выводиться.
Опять-таки внутрь пишем, и все будет работать. Дальше у нас со страйком закончили. Давайте покажу вам италик. Италик вот такая вот. Италик можно запомнить как итальянский курсив. Просто пишем I, это двойной тег. Можем написать вовнутрь любой текст. Давайте итальяно, мамма мия. Я не знаю итальянский, но что-то написал. Посмотрим. Итальяно, мамма мия. Вот так вот вышло. И видим, что она с таким небольшим курсивом. Отличается от одинарного. Отличается от вот этих обычных. Вот, это курсив называется, можем использовать для декорации нашего текста. Дальше у нас последний тег на сегодня. Это тег ссылка. Просто его по-другому называют еще адрес. Просто пишем нажимаем на Enter, и у нас выходит вот такая ссылка. Смотрите. Вот, ссылка это двойной тег. Вовнутрь мы можем опять написать какой-либо текст. Например, давайте напишем адрес. Это уже тег получился сейчас. Адрес написали, вот. Белым должно быть, чтобы мы поняли, что это текст. Адрес написали, да? Вот. Нажимаем, но ничего не выходит, потому что у нас, конечно, нет ссылки. Но вот так она будет выходить. Ссылка с таким оптимально она будет выводиться в таком фиолетовом цвете с нижним подчеркиванием. Чтобы добавить ссылку, мы должны ссылку скопировать. Давайте скопируем любую ссылку. Давайте напишем просто news. Заходим в картинки. Просто вот это выбираем. Так, ссылку, это мы изображение, значит, ищем. Ссылку просто вот в news нажали, CNN зашли, например. Вот. И вот тут у них есть ссылка. Просто копируем ее. Заходим обратно в наш. Мы скопировали, Ctrl-C. И ссылку нам нужно вставлять не вовнутрь как текст, иначе она будет просто как текст. А вот, когда мы написали, у нас появится вот такой href. И внутри вот этих этого, короче, мы просто ставим, и у нас появляется вот наша ссылка, Ctrl-V нажимаем, вставляем, появляется ссылка, и дальше мы можем ее проверять. Давайте вот это закроем, не нужно нам он уже. Обновляем. Вот адрес, когда мы нажимаем, вуаля, у нас появляется наша ссылка, она работает, да? Вот так вот, на этом все. Это все было базовый урок. Просто вступление, так сказать, в Visual Studio Code. Ну, вот эти вещи, они простые, но немаловажные. Поэтому советую их попрактиковаться, выучить, чтобы в будущем они вам пригодились. До свидания.